Вот знакома ли тебе эта ситуация? Вот ты вкладываешь все силы в бизнес, выстраиваешь там свои процессы, выходишь на прибыль, а потом случается внезапный кризис, там, предательство твоего партнера или обвал какого-то рынка, и все рушится за один день. Да, ты стискиваешь зубы, там, начинаешь с нуля, строишь там новый проект, и через 3 года ситуация повторяется один в один. Или же в отношениях. Вот ты уходишь от человека, который тянул тебя на дно. Клянешься себе, что больше никогда не свяжешься с таким типом людей. Встречаешь кого-то абсолютно нового, но проходит год, и ты с ужасом понимаешь, что сидишь на той же самой кухне, слушаешь те же самые упреки и испытываешь ту же самую боль. Вот в такие моменты у тебя просто опускаются руки. Кажется, что это какое-то проклятие. Кажется, что жизнь стала слепой. Там жесткий хаос, который просто издевается над тобой раз за разом, нанося удар в одну и ту же болевую точку. Ты задаешь вопрос: за что мне это все? Давай сегодня ответим на этот вопрос. Давай вскроем механику того, что ты называешь злым роком. Давай вскроем механику того, что люди называют злым роком. Вот твои проблемы цикличны, потому что ты сам их программируешь. Вот я дам тебе 5 ключей, чтобы навсегда выйти из этой временной петли. А как всегда в финале я дам тебе единственный способ взломать этот сценарий. Давай разберем причины твоего личного дня. Назовем его день сурка. Вот, как я уже много раз говорил, твой мозг ненавидит неизвестность. Для него любой знакомый сценарий, даже самый разрушительный, всегда безопаснее, чем неопределенность. Поэтому ты бессознательно выбираешь партнеров или бизнес-проекты с одними и тем же скрытыми дефектами. Ты чуешь этот дефект на первых минутах знакомства, но игнорируешь его, потому что твоя психика кричит: вот, о да, мы знаем, как с этим или в этом страдать. Это наша территория. Твоя катастрофа – это не случайность, это результат твоего собственного высокоточного выбора. Вот есть в жизни жесткое правило. Система будет подкидывать тебе одну и ту же задачу, каждый раз повышая уровень жесткости, пока ты не изменишь свою реакцию. Если ты не умеешь говорить «нет» и защищать свои границы, жизнь будет присылать тебе все более наглых людей, которые будут забирать твои деньги и твое время. Цикл не прервется переездом в другой город или там сменой работы. Урок будет повторяться до тех пор, пока ты не ударишь кулаком по столу и не изменишь свой внутренний код. Вот есть еще вторичная выгода от краха. Да, звучит безумно, но иногда разрушение того, что ты строил, это самое сокровенное желание. Вот, возможно, ты устал тащить на себе эту работу, этот бизнес, но тебе стыдно его закрывать, стыдно уходить с этой работы. Возможно, твои отношения давно уже закончились, исчезли, но ты боишься сказать об этом первым. И тогда твое подсознание берет управление на себя. Оно начинает совершать случайные, роковые ошибки. Твой проект рушится, отношения взрываются там скандалом. Ты разводишь руками и говоришь: это обстоятельства. Нет, это твой трусливый способ получить свободу чужими руками. Каждый раз, когда ты заявляешь о том, что переходишь на новый уровень дохода или качества жизни, старая система наносит контрольный удар. Буквально в шаге от победы все начинает сыпаться. Возникают проблемы с документами, там всплывают какие-то старые долги. Близкие там начинают паниковать. Это не злой рок. Это эхо-проверка. Пространство тестирует прочность твоего намерения. Если ты поддаешься панике и скажешь: наверное, это знак, что мне туда не надо, ты провалил тест и откатился на свой старый круг. Иногда то, что выглядит как хаос и разрушение твоей жизни, это жесткая спасательная операция самого тебя. Вот ты вцепился в должность, которая уничтожает твое здоровье. Ты держишься за человека, который разрушает твою личность. Ты не хочешь отпускать этого сам. И тогда система просто сносит все своим бульдозером. Тебя увольняют одним днем, тебя бросают. Это больно. Но это хаос спасает тебя от медленного самоуничтожения в тупике. Вот мы подходим к главному вопросу человечества. Есть ли у нас заранее прописанная судьба? Вот люди делятся на 2 лагеря. Одни говорят: все предрешено, нужно просто расслабиться. А другие кричат: я сам все решаю на 100%. Обе позиции – это ловушка. Вот представь себе игру в покер. Ты не выбираешь, какие карты тебе сдаст дилер при рождении.
Ты не выбираешь генетику, эпоху, там стартовый капитал или экономические кризисы, которые бьют по твоему поколению. Это жесткие рамки реальности. Но как ты разыграешь эту комбинацию, это и есть твоя абсолютная суверенная территория. Вот со слабыми картами можно выжидать, там, блефовать или там, забрать весь банк благодаря там, своей железной выдержке. А с козырями на руках можно все проиграть за один вечер, если тобой управляет жадность и страх. Хаоса не существует. Существует только реакция на разданные карты. Если ты из раза в раз проигрываешь одну и ту же партию, виноват не дилер, виновата твоя стратегия игры. Как перестать наступать на одни и те же грабли? Как выйти из этой петли? Вот тебе 5 шагов. Первый. Если ситуация повторяется, значит ты реагируешь на нее одинаково. Сломай этот алгоритм. Если раньше при конфликте ты кричал, замолчи. Если всегда уступал, упрись и скажи «нет». Если при потере денег ты паниковал, просто рассмейся и иди спать. Как только ты выдашь системе абсолютно нелогичную для тебя реакцию, старый сценарий дает сбой и рассыпается на куски. Второе. Как я уже говорил, возьми бумагу и выпиши 3 последних крупных провала в твоей жизни. А теперь найди между ними скрытую связь. Какую роль ты играл во всех этих 3 случаях? Там, спасателя, жертвы или всезнайки. Как только ты увидишь этот алгоритм на бумаге, он перестанет быть невидимым. Осознанный паттерн теряет над тобой власть. Ты просто понимаешь, вот да, я опять пытаюсь спасти того, кто этого не просит. Третье. Твои главные ошибки совершаются в первые 10 секунд после начала проблемы. Включаются, потому что животный рефлекс. Тренируй паузу. Вот поступила плохая новость. Никаких решений 24 часа. Там звонит сложный клиент. Дай себе минуту, прежде чем ответить. Вот эта пауза между стимулом и реакцией и есть то самое место, где живет твоя свобода воли. Четвертое, очень важное. Это отказ от поиска виноватых. Каждый раз, когда ты говоришь, это все там из-за него, там из-за нее, ты официально передаешь управление своей жизнью тому человеку или тому явлению. Вот хочешь вернуть власть, произнеси вслух: я сам создал условия, при которых этот человек смог меня предать. Я сам не подготовил там резервы к этому кризису. Знаешь, это тяжело, но именно в этот возврат ответственности мгновенно возвращает тебе контроль над ситуацией. Пятое. Право на пустоту. Самое страшное при выходе из старого сценария – это вакуум. Когда ты перестаешь страдать привычным образом, тебе, знаешь, станет очень скучно. Не заполняй эту пустоту старым мусором. Вот выдержи. Дай своей нервной системе время привыкнуть к тому, что жить без постоянного стресса, там, долгов или скандалов – это нормально. Новая жизнь прорастает только в тишине. Когда ты начинаешь честно разбирать свои провалы, тебе придется столкнуться с очень неприятным фактом. Никто не желает тебе зла так сильно, как ты сам. Да, это больно. Да, это неприятно признать, что ты годами строил фундамент своей жизни на песке и собственных иллюзиях. Но именно здесь, в этой точке абсолютной честности, начинается настоящая взрослая жизнь. Жизнь, в которой ты перестаешь спрашивать у неба, за что мне это, а берешь инструменты и спрашиваешь себя, как я буду это чинить. Твой выход из хаоса начинается в ту секунду, когда ты берешь ответственность за каждую каплю своей реальности. Друзья, вот сегодня мы разобрались с тем, как мы сами программируем свои провалы. Мы закрываем базовый блок нашего обсуждения и переходим к самым жестким физическим основам. Потому что все философские рассуждения вот просто не имеют смысла, если у тебя нет сил встать со своей кровати. А теперь сделайте следующее. Напишите в комментариях, какая проблема в вашей жизни повторяется как заезженная пластинка. В какой сфере вы раз за разом наступаете на одни и те же грабли. Признайтесь в этом честно, прямо здесь. Это потому что первый шаг к тому, чтобы сломать этот алгоритм навсегда. Подписывайтесь на канал, потому что инженерия смысла – это здесь. Оставайтесь со мной, вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь, по традиции, улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду тебя в следующем видео. До встречи.